Добрый вечер. Прежде чем мы начнем, я с гордостью сообщаю, что наша страна сейчас безопаснее, сильнее и намного богаче, чем когда-либо прежде. У нас все прекрасно. Менее 2 лет назад мы унаследовали экономическую и социальную катастрофу. После самой высокой инфляции за 48 лет, настежь открытых границ, через которые к нам хлынули миллионы и миллионы людей со всего мира, включая преступников всех мастей, и 11 888 убийц, многие из которых убили больше одного человека, у нас был трансгендеризм для всех. Мужчины в женском спорте. Преступность, разоряющая наши города. И весь мир смеялся над нами, как над страной. Но больше этого нет. 2 года назад наша страна была мертва. Теперь мы самая привлекательная страна во всем мире. Америку уважают так, как никогда прежде. Сейчас в Соединенные Штаты вкладывают больше денег, чем когда-либо за всю историю нашей страны. Сегодня работает больше американцев, чем когда-либо прежде. На этой неделе было объявлено, что инфляция показала самое большое месячное снижение более чем за 6 лет. Это только что произошло, данные только что опубликовали. СМИ сообщили об этом, и мы это принимаем. Лучший результат за 6 лет. Снижение налогов в нашем великом, большом, прекрасном законе экономит трудолюбивым семьям тысячи и тысячи долларов. Благодаря таким положениям, как отмена налогов на чаевые, отмена налогов на сверхурочные и отмена налогов на социальные выплаты для наших замечательных пожилых людей, а также вычет процентов по кредиту, взятому на покупку автомобиля. Но только если этот автомобиль произведен в Америке, и 100% списание расходов для наших предприятий, создающих рабочие места. Наши фондовые рынки находятся на самой высокой отметке за многие годы. Но на самом деле, можно сказать, за всю историю. И ваши пенсионные планы 401K. Пенсии и пенсионные счета каждый день устанавливают рекорды. Это самые высокие показатели в истории. В течение многих лет мы платили за рецептурные лекарства самые высокие цены в мире. Теперь, в рамках моей политики, наиболее благоприятствуемой нации, мы платим самые низкие цены, потому что мне удалось заставить остальной мир и фармацевтические компании действовать ответственно. Цены на лекарства снижаются на 70, 80 и 90%. Trump.gov. В конечном итоге это снизит стоимость медицинского обслуживания. Вам нужно зайти на Trump и воспользоваться этим. Но стоимость медицинского обслуживания значительно снижается, благодаря тому, что мы сделали с рецептурными лекарствами и со счетами Трампа. Теперь каждый ребенок в Америке имеет доступ к необлагаемому налогом инвестиционному счету, чтобы копить деньги на свое будущее. Миллиарды и миллиарды долларов инвестируют, вносят компании и частные лица, чтобы позаботиться о наших детях. И к 18 годам у них на счету потенциально будут сотни тысяч долларов, что обеспечит им прекрасный старт в жизни. Поэтому зайдите на Trump Accounts и зарегистрируйте своего ребенка или любого ребенка, которого вы хотели бы зарегистрировать. Наши прежде настежь открытые границы превратились в самые защищенные границы в истории нашей страны. За последние 14 месяцев Соединенные Штаты не пропустили ни одного нелегального мигранта. Ни одного. Никто не думал, что это возможно. У нас была худшая граница в истории нашей страны, а теперь у нас лучшая. Преступность стремительно снижается по всей стране, а уровень убийств достиг самого низкого показателя с 1900 года, то есть более чем за 125 лет. Мы осуществляем рекордные инвестиции в наши вооруженные силы, и у нас, с большим отрывом, самая сильная и могущественная армия в мире. Я создал ее во время своего первого срока, и, к сожалению, теперь мы вынуждены ее использовать. Мы победили в Венесуэле, которая теперь работает с нами, чтобы добывать миллионы и миллионы баррелей нефти. Точно так же мы одерживаем крупную победу в Иране, и вы увидите плоды этой работы очень-очень скоро. Америка вернулась,
и у нее все действительно хорошо. Но перед нами по-прежнему стоит серьезная проблема, которую необходимо срочно решить, потому что ни одна страна не может быть великой без справедливых и честных выборов. Вы должны доверять своей стране, потому что без доверия не может быть величия. И все очень просто. Нет доверия, нет величия. На протяжении многих лет я призывал к смелым, быстрым и решительным действиям для защиты честности американских выборов. Каждый американец заслуживает уверенности в том, что когда он отдает свой голос, этот голос будет правильно подсчитан в системе. И эта система должна быть безопасной. Такой, в которой мошенничество и вмешательство не просто затруднены, а практически невозможны. К сожалению, существующая сегодня система катастрофически не соответствует этому стандарту. Сегодня вечером я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости нашей избирательной инфраструктуры. Эти доказательства показывают, что существующая у нас избирательная система опасно уязвима и действительно уязвима на уровнях, которые прежде считались немыслимыми для взлома, эксплуатации и иностранного вмешательства. Не менее тревожно то, что на протяжении многих лет эту жизненно важную информацию скрывали и утаивали от вас. Американский народ прекрасен. Наш великий американский народ. Но прямо сейчас все меняется. Документы, которые мы начнем публиковать сегодня вечером, были собраны рабочей группой Белого дома по прозрачности правительства, замечательной группой людей. Совместно с сотрудниками Президентского консультативного совета по разведке и при поддержке руководителей наших ведущих разведывательных ведомств. Все они лично изучили представленные сегодня вечером выводы и полностью подтвердили их подлинность. Вы можете сами ознакомиться с этими документами на сайте Белого дома. Именно Белого дома. Зайдите и проверьте. Наша цель, когда мы раскрываем эту информацию, не подорвать доверие к выборам, а заслужить это доверие, выявив уязвимости и очень быстро устранив их. Именно это мы и делаем. Документы охватывают 5 основных проблемных областей. Во-первых, они показывают, что на протяжении нескольких лет, начиная с избирательного цикла 2020 года, Китайская Народная Республика осуществляла то, что, как считается, стало крупнейшей в истории компрометацией избирательных данных. В результате Китай незаконно получил 220 миллионов файлов с данными американских избирателей. Эта информация включает имена, адреса, номера телефонов, партийные предпочтения и другие конфиденциальные данные, необходимые для регистрации избирателей и других действий. А именно это и происходило. Эта утечка данных создает беспрецедентный кошмар для безопасности выборов. Разведывательные данные показывают даже, что Китай выделил подразделение по эксплуатации данных специально для этого нового проекта, что еще больше усугубляет это безобразие. Второй набор публикуемых нами документов показывает, что представители глубинного государства — очень известная группа людей. Во многих случаях, работавших в наших разведывательных ведомствах, активно подавляли и преуменьшали информацию о масштабах зловещего вмешательства Китая в выборы. Они скрывали ее и от президента, и от американского народа так, как никто не считал возможным. Американские разведывательные ведомства начали узнавать о компрометации файлов регистрации избирателей в 2020 году, когда обнаружили, что данные десятков миллионов избирателей. Только подумайте. Данные десятков миллионов избирателей в 18 штатах были куплены, украдены или взломаны Китаем. Однако те, кто должен был бить тревогу, вместо этого сохранили эту информацию в тайне и спрятали ее. Они не сообщили об этом ни мне как президенту, ни кому-либо еще. И, насколько нам известно, они не проинформировали Конгресс. На самом деле они только и повторяли, что это были самые безопасные выборы в истории нашей страны.
Стандартная заученная фраза, которую раздавали всем подряд. Сокрытие этой колоссальной бреши в системе безопасности выглядит еще тревожнее на фоне дополнительной информации, показывающей, что Китай предпринимал и другие связанные с выборами действия, чтобы подорвать мою первую администрацию и нашу кампанию 2020 года. Они этого не хотели. Они просто этого не хотели. Они изо всех сил боролись против того, чтобы Дональд Трамп победил, и на то были веские причины. Как показывают публикуемые нами документы, в отчете ЦРУ прямо говорилось, цитирую, «В середине 2018 года политика Коммунистической партии Китая заключалась в том, чтобы задействовать все внутренние и внешние силы, выступавшие против президента США, с целью сократить число голосов, поданных за президента США, заставить его уйти в отставку или воспрепятствовать его переизбранию. Разве не замечательно? Также в середине 2018 года Китай работал над тем, чтобы повлиять на результаты промежуточных выборов в США, а позднее на результаты самих президентских выборов 2020 года. Кроме того, в середине 2019 года стратегия китайского правительства в отношении Соединенных Штатов была сосредоточена на подрыве доверия внутри страны к президенту США. Они хотели представить все так, будто ваш президент не так уж хорош, хотя на самом деле ваш президент проделал отличную работу, и они делали все возможное именно для этого. Далее в этом документе говорится, и это документ ЦРУ. Стратегия включала попытки использовать контакты Китая с крупными американскими компаниями, чтобы повлиять на руководителей американского бизнеса и настроить их против президента Соединенных Штатов Америки. Китайское правительство стремилось выявить американских журналистов, негативно писавших о президенте США, и заплатить им крупные суммы денег, чтобы они написали о нем еще больше негативных статей. Столько, сколько смогут. И им было все равно, что именно они пишут. Китайское правительство хотело, чтобы президент США проиграл следующие выборы. А они хотели, чтобы я проиграл, потому что знали, я их раскусил. Я обложил их пошлинами на миллиарды и миллиарды долларов и создал самую сильную армию в мире. У нас самая сильная армия в мире. Это точные цитаты из отчета ЦРУ. Имя человека, которому принадлежит эта цитата, сейчас проверяется, но дальше становится еще хуже. Необработанные разведывательные данные, полученные ФБР в 2020 году, но затем похороненные недобросовестными бюрократами, утверждали, что действия Китая включали даже попытку изготовить незаконные бюллетени для Джо Байдена. Документы показывают, что в этот период десятки важных отчетов ЦРУ и АНБ о действиях Китая, направленных против выборов, не включались в президентские брифинги. Эти брифинги я получал почти каждый день. Из них убирали все важное. В одном электронном письме сотрудников разведки признавалось, что они, цитирую, «намеренно отредактировали ежедневный президентский брифинг, чтобы утаить информацию о действиях Китая, связанных с выборами». Другая сотрудница ФБР написала, что руководит, цитирую, «теневым правительством», конец цитаты, чтобы не допустить огласки разведанных о вмешательстве Китая в выборы и не дать им попасть к достойной прессе. Другие должностные лица, ставшие свидетелями этих действий, считали их мотивы откровенно политическими. Недавно мы обнаружили значительное количество пакетов для уничтожения секретных документов, информации и целой группы пакетов, которые использовали для уничтожения документов, переданных президентом Бараком Хусейном Обамой, для сожжения. Их должны были сжечь. Эти пакеты должны были пройти на другом уровне через других людей, быть уничтожены в печи и проверены. Но этого так и не произошло. Возможно, нам повезло. Мы считаем, что это не было сделано намеренно, а произошло из-за грубой некомпетентности людей, которые должны были сжечь эти пакеты. Но находки ошеломляют. Сегодня я прошу Управление директора национальной разведки, Министерство юстиции, ФБР и ЦРУ расследовать, как и почему была скрыта столь важная информация, уволить причастных к сокрытию и, если для этого есть основания, предъявить этим людям уголовные обвинения. Однако сокрытие вмешательства Китая было лишь началом.
Третий набор публикуемых нами документов доказывает, что на протяжении многих лет американцам нагло лгали о безопасности нашей избирательной инфраструктуры, включая электронные машины для голосования и системы подсчета бюллетеней. Почти все они ненадежны, уязвимы, и их легко скомпрометировать. И люди в нашем правительстве знали об этом. Сегодня вечером мы публикуем серию ранее засекреченных оценок разведывательного сообщества США и других отчетов, доказывающих, что наше правительство давно знало о чрезвычайной уязвимости этих машин для атак. Как говорится в одной из оценок, по нашей оценке, противники Соединенных Штатов, включая как минимум Россию, Китай, Иран и Северную Корею, а также негосударственные группировки, обладают возможностями для компрометации избирательной инфраструктуры США. Конец цитаты. Но это серьезное заявление, не так ли сделанное людьми, которых считают великими патриотами нашей страны. Далее в документе говорится, цитирую, «По нашей оценке, централизованные хранилища данных, связанных с выборами, такие как базы регистрации избирателей, списки избирателей и другие официальные избирательные сайты, наиболее уязвимы для эксплуатации. И противники могут использовать доступ к этим системам, чтобы нарушить избирательные процессы в Соединенных Штатах Америки». Сегодня вечером мы публикуем все эти выводы, охватывающие период с января 2020 по июнь 2026 года. Это киберугроза, направленная в самое сердце нашей демократии. Многие задавались вопросом, действительно ли возможно с помощью электроники манипулировать итогами голосования или изменять результаты выборов на этих ужасных машинах. Сегодня мы публикуем документы, показывающие, что ЦРУ получила сведения о конкретном заговоре с целью серьезно помочь коррумпированному режиму Мадуро в Венесуэле. И именно это произошло. Они вступили в сговор, чтобы в цифровом виде сфальсифицировать выборы в собственной стране в 2020 году. Именно это они и сделали. Эти сведения содержали точные подробности разработанных методов цифрового изменения итогов голосования способами, которые невозможно было обнаружить даже в ходе аудита, каким бы тщательным он ни был. Эти разведданные подчеркивают, почему мы должны принять срочные меры, чтобы наша собственная система никогда больше не могла быть взломана или скомпрометирована, как это происходило в прошлом. Четвертый набор документов показывает, что даже при обнаружении серьезных доказательств мошенничества их хоронили и скрывали. Среди обнародованных сегодня материалов — файлы ФБР с подробным описанием предполагаемого мошенничества в рамках крупномасштабной операции по регистрации избирателей в Мичигане. В 2020 году полиция штата Мичиган провела обыск в организации демократов в Маскегоне, занимавшейся мобилизацией избирателей, коррумпированной группе. И обнаруженное настолько их обеспокоило, они были просто настолько встревожены, они, по правде говоря, не могли в это поверить, что они связались с отделением ФБР в Детройте. В документах говорится, что некоторые агитаторы признались агентом ФБР. Они подписывали формы регистрации избирателей чужими именами, подавали поддельные заявки на регистрацию несуществующих людей и получали подарочные карты в зависимости от количества подготовленных ими заявок. Иными словами, это была схема «плати, участвуй и жульничай». Агенты ФБР, работавшие над делом, считали, что были совершены преступления. Однако Министерство юстиции Байдена затягивало расследование и в итоге его прекратило. Сегодня вечером я прошу директора ФБР обеспечить полное расследование этого дела и совместно с Министерством юстиции привлечь к ответственности виновных в любых преступлениях. Наконец, чтобы показать, насколько уязвимыми остаются выборы, мы публикуем результаты ошеломляющего расследования Министерства внутренней безопасности. Согласно проверке МВБ, при анализе списков избирателей штатов и открытых данных было выявлено около 278 тысяч неграждан, зарегистрированных для участия в федеральных выборах. Поскольку демократические штаты отказались предоставить свои списки избирателей, реальное число на самом деле гораздо выше. Но даже этот ограниченный анализ выявил более 250 000 иностранцев, незаконно зарегистрированных для голосования.
В совокупности эти разоблачения показывают настолько сломанную и уязвимую избирательную систему, что защитить ее просто невозможно. Она не поддается защите. Сотни миллионов файлов с данными американских избирателей находятся в руках иностранных правительств. Наши машины и системы подсчета бюллетеней уязвимы для взлома, манипуляций и коррупции. Китай и другие страны пытались вмешиваться в наши выборы. Доказательства мошенничества скрывали. Сотни тысяч неграждан и умерших людей числятся активными избирателями. И при этом у нас по-прежнему проходят выборы без удостоверения личности избирателя, без подтверждения гражданства и с десятками миллионов бюллетеней, бесцельно блуждающих по почте. Вот один пример этого безумия. Недавние выборы мэра Лос-Анджелеса и губернатора в Калифорнии состоялись 2 июня, очень давно, но подсчет завершили лишь несколько дней назад, 10 июля. Только подумайте, гораздо больше месяца. На подсчет голосов потребовался месяц. Интересно, чем они там занимались. Это хуже, чем в любой стране третьего мира. Ни в одной стране третьего мира выборы не проводятся так, как у нас. В редком для них решении фейковые новости NBC и ABC заявили, что не будут освещать эту речь. Они знали, о чем она будет, и отказались именно потому, что им не нравится эта тема. Потому что они знают, насколько коррумпирована наша система, и не хотят это раскрывать. Они и другие СМИ являются частью заговора. По какой-то причине они хотят продолжения этого мошенничества. Они хотят, чтобы оно продолжалось. Они хотят защищать радикальных левых. С ними великой страны не построить. И это правда. Нельзя иметь великую страну без свободных и справедливых выборов. За такое мошенничество у них следует отзывать лицензии. Они совершенно бесплатно используют наши радиочастоты, стоимость которых исчисляется многими миллиардами долларов. Они ничего не платят. А все, чего мы хотим, это честность на выборах и честность в освещении событий. Они ничего не платят за активы стоимостью в миллиарды долларов. Нашей стране был нанесен огромный ущерб. Наши выборы оставили уязвимыми для фальсификации и кражи. А доверие американского народа было утрачено. Нельзя позволить этому продолжаться. Каждый американец, республиканец, демократ, независимый избиратель или кто-либо другой, должен согласиться с тем, что мы заслуживаем самой безопасной, честной и справедливой избирательной системы в мире. Безопасные выборы должны быть внепартийным вопросом. Действительно должны. Мы должны быть вместе. Демократы, республиканцы, независимые, все. И это не должно быть партийным вопросом. Это должно объединять нас, а не разделять. Это должно стать общим делом. Мы должны быть едины, а не разделены. В свете совершенно новой и неопровержимой информации, которую я раскрыл сегодня вечером, моя администрация сейчас уведомляет Штаты, избирательные данные которых были скомпрометированы Китайской Народной Республикой и многими другими. Мы будем тесно сотрудничать, чтобы минимизировать любой ущерб, и принимаем быстрые меры для более надежной защиты конфиденциальных данных избирателей, чтобы нас никогда нельзя было купить, никогда нельзя было взломать, и чтобы мы никогда больше не увидели украденных выборов. Завтра министр внутренней безопасности проведет брифинг, на котором расскажет о недавней работе своего ведомства, подтвердившей наличие киберуязвимостей в наших электронных системах голосования. Они плохи. Мы сейчас информируем губернаторов, сенаторов и членов Конгресса о потенциальных проблемах в их штатах. Если посмотреть на сегодняшнее голосование, то во многих штатах оно находится в настолько плачевном состоянии, что мы обязуемся это исправить. Мы также обязуемся работать с этими штатами и местными органами власти, чтобы помочь им устранить и закрыть известные технические уязвимости до промежуточных выборов. Нам предстоят очень важные выборы. Мы хотим, чтобы эти выборы были честными. Я также поручил МВБ уведомить каждый штат о негражданах в его списках избирателей и потребовать немедленно удалить из списков всех лиц, не имеющих права голоса. Но самое главное, для преодоления этого кризиса безопасности выборов Конгресс должен принять закон о спасении Америки. Что может быть проще, если только вы не хотите жульничать?
Единственная причина не принимать его — ваше желание жульничать. Потому что ваша политика настолько плоха, а ваши кандидаты настолько жалки, что никаким другим способом вам не победить и не избраться. Этот исторический законопроект требует, чтобы все избиратели предъявляли удостоверение личности с фотографией. Что может быть проще? Можно вашу фотографию, пожалуйста. Удостоверение избирателя с фотографией. Все избиратели должны предоставить подтверждение гражданства. Вы гражданин нашей страны? Предъявите, пожалуйста. И, надеюсь, не будет коррумпированного голосования по почте. Вы же видели Калифорнию и множество других мест. Голосование по почте по своей природе коррумпировано, поэтому никаких почтовых бюллетеней не будет. Кроме случаев болезни, инвалидности, военной службы или поездки, если вы уезжаете по делам или в отпуск. Эти реформы крайне необходимы, чтобы устранить уязвимости, о которых я рассказал всем американцам. Я прошу вас завтра взять телефон, позвонить своим представителям в Палате представителей и Сенате и потребовать от них без промедления принять закон о спасении Америки. Вместе мы восстановим веру и доверие к нашей стране и станем больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде. Спасибо. Да благословит вас Бог. Да благословит Бог наши великие вооруженные силы. И да благословит Бог Америку. Большое спасибо.